мое вязание. Значит, здесь у меня начало ряда моего. Значит, убавку я также начну делать, также прибавку, так же, как я и делала убавки вот после того, как провяжу петли переда. Вот здесь вот я добавлю одну петлю лицевую. Для себя вы делаете отметку вот здесь вот. Вот от этого маркера, я повесила здесь маркер, я буду измерять высоту моего вязания. То есть от этого маркера мне нужно будет провязать вверх 14 сантиметров. Ну и делать, конечно, прибавки в тех рядах, которых я себе написала. Значит, я здесь уже немножко провязала пару рядочков. Вы вяжете, начинаете также вот с начала ряда, вяжете. Встречаемся с вами вот около этого маркера, обозначающего окончание наших петель переда. Вяжем. Я провязала петельки нашего переда. Перекидываю маркер последний. И вот здесь вот я добавляю, то есть 2 изнаночные у меня были последние, лицевую петлю вот таким вот образом. Просто делаю вот такой вот накид. И вяжу дальше лицевыми петлями до нашего зеленого маркера, обозначающего начало ряда. Перед зеленым маркером я к вам вернусь и покажу еще раз, как сделать прибавку. Так, девочки, вот у меня последняя петля этого ряда. Я провязываю ее и перед зеленым маркером делаю еще один такой же накид. Нить вот так вот заворачиваю и одеваю на спицу. Все, подтягиваю хорошо. Перекидываю маркер и вяжу дальше. Значит, в следующем ряду мы должны будем с вами эти накиды провязать. Как их провязывать, сейчас вам покажу. Мы будем их провязывать за заднюю стеночку скрещенной лицевой петлей. Так, все вяжем, провязываем петли переда нашего, вывязываем узор. Встречаемся около этого накида, который мы сделали. Покажу вам, как его провязать. Вот я подхожу к нашему накиду. Провязала 2 последние изнаночные, перекидываю маркер. Вот наш накид. Вот он. Я его провязываю за заднюю стеночку. Вот так вот. Вот таким вот образом. И все, дальше провязываю петли лицевыми, петли спинки. И точно так же провязываю наш накид вот здесь вот, около начала ряда. Сейчас включусь, вам покажу. Вяжем самостоятельно петли спинки. Подхожу к нашему накиду. Вот он наш накид, вот такая петелька. Ввожу я спицу вот сюда вот за переднюю. И также вот отодвигаю, и получается у меня вот она. Задняя стеночка, провязываю лицевой. Все, провязала. Дальше у нас идет начало ряда. Все, вяжем так необходимую нам высоту. Напоминаю, я буду провязывать 14 сантиметров. Вы вяжете свою. И встречаемся с вами у середины нашей груди. Будем с вами делать следующие действия. Все вяжем самостоятельно. Не забываем также вывязывать наш узор, делать прибавки, провязывать эти накиды наши за заднюю стенку. Все это мы делаем. Все как обычно. Все вяжем самостоятельно. Я провязала вверх наш джемпер до линии подмышек. То есть довязала до середины груди и еще подняла вверх на 3,5 сантиметра. Вот я поставила маркер от середины груди и провязала еще вверх. Вот 3,5 сантиметра. Вот. Ну, здесь у каждого будет своя длина. В общем, провязала до линии подмышек. Дальше у нас пойдет присоединение рукавов и вывязывание реглана. Все, нитку я отрезала и откладываю это вязание в сторону. Начинаем расчет наших рукавов. Для того, чтобы связать рукава, нам необходимо снять следующую мерку, обхват запястья. Вот она, 17 сантиметров. Если хотите, можете также померить вот здесь вот ширину вашей руки, также сантиметром. Но я буду опираться вот на эту мерку. Обхват запястья, так как у меня рукав будет узкий,
облегающий руку, для того, чтобы удобнее было носить джемпер под верхнюю одежду. Поэтому я буду его делать максимально узким. Смотрите, 17 сантиметров я умножила на 2,4 петли в 1 сантиметре, которые у меня в резинке получилось при вязании моего образца. Я получила 40,8 петель. Приблизительно 40 петель. Округлила я в меньшую сторону. Потому что для того, чтобы связать резинку 2 на 2, нужно набрать количество петель кратное 4. 40 прекрасно делится на 4, плюс 1 петля для замыкания вязания в круг. Длина моего рукава внутри, изнутри длина моей руки 51-52 сантиметра. Эту мерочку я также измерила у дочки, вот, чтобы приблизительно знать, какой длины рукав мне вязать. Поэтому вот один рукав я связала, чтобы показать вам. Вот, его длина составляет, сейчас я его разложу, чтобы он помещался в камеру. Так, вот 52 сантиметра. Вот 52 сантиметра. Значит, этот рукав я примеряла, когда вязала ей. Постоянно, много раз примеряла, чтобы понять, сколько прибавок мне нужно сделать. Как рука у нее идет на расширение, я постепенно прибавляла ей здесь петельки. Значит, набирала 40 петель, плюс 1 для замыкания в круг. Провязала резинку 7 сантиметров на рукаве. Так же, как я и вязала резинку снизу джемпера, 7 сантиметров. Точно такой же длины у меня резинка на рукаве. Спицами номер 2,5. Далее я перешла на спицы номер 3,5, теми, которые я вяжу основное полотно своего джемпера, и вязала вверх 40 сантиметров. После провязывания резинки, сейчас скажу, сколько сантиметров, 8 сантиметров сделала первую прибавку. Вот, я ее отметила маркером. Дальше я вязала уже 41 петлю еще на протяжении 9 сантиметров. 9 сантиметров. Сделала еще одну прибавку, 42 петли. Дальше уже делала я прибавки почаще. Дальше вот у меня провязала 4,5 сантиметра, сделала прибавку. И здесь, по-моему, я через 2 ряда сантиметр провязала. В общем, все это я и постепенно примеряла. Каждый раз, когда вязала я вверх, чтобы понять, чтобы не сильно было широко. Объясню почему. Сделала расчеты для рукава я до этого, до того, как связать. Связала рукав, а у меня было там 78 петель сверху. И этот рукав оказался ей очень широким, хотя я делала расчеты. В итоге для себя я поняла, что вот здесь вот расчетами я пользоваться не буду сверху рукава. Буду просто вязать, примеряя, приблизительно на глаз. И этот размер ей подошел идеально. То есть я сделала расчеты на резинку, а дальше уже, так как руки у нее худенькие, постепенно прибавляла петли. Всего у меня вот здесь вот уже на выходе 56 петель. 16 прибавок я сделала. Повесила маркеры я для того, чтобы видеть, через сколько мне делать прибавки на втором рукаве. Поэтому вы делаете, как вы считаете нужным. Хотите, делайте, как я, примеряйте свой рукав. Хотите, пользуйтесь расчетами. Значит, снимаете мерку здесь, также высчитываете, сколько петель в 1 сантиметре у вас в образце, и снимаете мерку вот здесь, вот на запястье. Я связала так. Все, рукав мы этот откладываем. Дальше вот приступила я ко второму рукаву. Вот, как раз перешла на спицы номер 3,5. И теперь уже я вяжу вверх без прибавок своих 40 петель. По-моему, 8 сантиметров. Давайте еще раз измерю. Да, 8 сантиметров. Дальше уже начну делать прибавки. Как делать прибавки, я вам сейчас расскажу. Я провязала 8 сантиметров, и здесь мне нужно сделать первую прибавку. Я, значит, делаю ее вот таким вот образом. Ниточку свою рабочую поворачиваю вот таким образом, чтобы рабочая нить была сверху. И одеваю на спицу. Все, прибавку я сделала.
Дальше вяжу ряд до конца. И потом покажу, как вам провязать ее, эту нашу прибавку. Все, провязываем ряд до конца. Вот я подошла к нашему накиду и провязываю его за переднюю стенку. Вот видите, как он лежит? За переднюю стенку. Все, наш накид провязан, прибавка сделана. Дальше вяжу нужное мне количество сантиметров. Сколько у меня вот здесь вот меряю. Точно так же делаю прибавку здесь на таком же расстоянии от первой. И так далее. Делаем накиды, как я показала, вот таким вот образом. Вот так вот. Рабочая нитка сверху. И потом провязываем этот накид за переднюю стенку. Все, вяжем необходимую нам высоту рукава. Дальше опять встречаемся и будем присоединять наши рукава к нашему телу свитера. Вот я провязала 2 рукава, сделала 16 прибавок на каждом рукаве на одинаковом расстоянии и получила 56 петель в конце рукава. Значит, теперь мне нужно определить, какое количество петель у меня уйдет на подрезы. Для этого я использую следующую формулу. Вот, мы не знаем, какое количество петель у нас уйдет на подрезы. На подрезы должно уходить 8% от всего количества набранных нами петель. У нас сейчас на данный момент на спицах на нашем джемпере 220 петель. 220 петель мы умножаем на 8 и делим на 100. Получается 17,6. Я округлила это число до четного в меньшую сторону. Взяла 16 петель. Значит, 16 я разделила на 2. Получается 8 петель у меня уйдет на каждый подрез. То есть 8 петель с рукава. Я сниму эти петельки на булавочку. И 8 петель с нашего туловища джемпера. Также сниму с одной стороны 8 петель и с другой стороны 8 петель. Давайте посмотрим, как наглядно мы будем с вами это делать. Вот наш рукав. Я закончила его вязать и отрезала от клубочка ниточку. Вот такой вот длины. Вот. Этой ниточкой я потом буду сшивать наш подрез. Заправлю ее внутрь. И определю для себя середину нашего рукава. Так, чтобы мне было удобно снять эти петельки на булавку отдельно и повернуть рукав вовнутрь. Значит, я уже здесь посчитала середину свою. Вот до маркера я сейчас довяжу. Оттуда после маркера сниму 8 петель на обычную булавку и застегну ее. Вот такую вот. Если у вас нет булавки под рукой, вы можете снимать петли на обычную дополнительную нить другого цвета. Так, все, я дошла до маркера. Маркер я убираю, он мне больше не нужен. И снимаю наши петельки, наши 8 петелек подреза на булавочку. 3. Так, 8 петелек, все, булавочку я застегнула. Спицу поправила и поворачиваю рукавчик. То же самое мы с вами делаем с другим рукавом. Дальше я вернусь к вам, и мы будем присоединять наши рукава к нашему туловищу джемпера. Вот мое туловище джемпера, вот мой рукавчик. Теперь, как нам определить, сколько петель с туловища, вернее, не сколько петель с туловища, а какие петли это будут, спинки или переда, какие петли у нас уйдут на подрезы. Для этого я просто посмотрела на свое количество петель. На спинке у меня в данный момент 102 петли,
а по переду у меня 118 петель. Поэтому 8 петель с одной стороны по переду и 8 петель с другой стороны по переду я сниму на булавочке на подрезы. Чтобы выровнять это количество, чтобы уменьшить петли нашего переда. Приблизительно вот дальше, когда мы будем с вами вязать, мы при помощи вывязывания ростка, регланных линий будем постепенно уравнивать наше количество петель спереди и на спинке. Снимаем 8 петель на булавочку. Так, 5, 6. Маркер этот я убираю. 7, 8. Все сняли, булавочку застегиваем. 2, 4, 6, 8. И начинаем уже вязать вот от той же ниткой, которой мы вязали туловище. Ввязывать наш рукав. Запасаемся, значит, маркерами. Их должно быть много. У меня, к сожалению, нет такого большого количества. Я сделала здесь по переду, вот узор я свой отделила сиреневыми маркерами из другой нити. Потому что не хватает мне маркеров. Никак я не дойду до магазина, не куплю нужное количество мне. Вот. И поэтому оранжевые маркеры я сняла, которые у меня здесь висели. И вот 8 маркеров для регланных петель я оставила себе. Начало ряда у нас отделяется, как обычно, зеленым маркером. Вот я его вешаю. Беру рукав, складываю булавочки. Здесь булавочка и здесь. Они должны быть вот так вот. И начинаю ввязывать ниточкой, которая у меня идет от туловища. Ту ниточку мы заправляем от рукава. Она нам понадобится позже. Позже понадобится. Все, заправили, ее не видно. Начинаю ввязывать сюда петли нашего рукава. Так, давайте провяжем эти петли рукава, вот, которые у нас до булавки идут, самостоятельно, не довязывая одной последней петли. Там я к вам вернусь. Так, я пришла к последней петле от своего рукава. Здесь вот нужно быть очень внимательным. Вот эта ниточка, которая у нас остается от рукава, ее нужно будет подтянуть, чтобы петля не была такой сильно растянутой. Значит, перед последней петлей рукава я вешаю маркер оранжевый. Это у меня первая петля регланной линии. Регланная линия у нас будет состоять из 2 петель. У нас будет 4 регланных линии по 2 петли. Поэтому эту петлю я также провязываю аккуратненько. Подтягиваю ту ниточку от рукава. И эту ниточку вот затянула. Провязываю. У меня следующая петля идет изнаночная. Провязываю ее лицевой. Это еще одна петля, но от переда. Она будет входить в нашу регланную линию. И вешаю еще один маркер. Дальше у меня идут петли переда. По узору у меня 38 ряд, он изнаночный. Поэтому я провяжу его по узору. Вы провязываете тот ряд, который у вас идет. Если у вас идет лицевой ряд, то вяжете, значит, узор. К вам я вернусь. Значит, провязываем петли переда. И около последней. Так, нет, тут у нас еще пойдет подрезы. Здесь пойдут подрезы. 2, 4, 6, 8. 8 петель подреза. Давайте мы сейчас вот так вот. Не довязывая 9 петель до окончания нашего переда. 9 петель оставляем. Вот я повешу сюда маркер. И к вам возвращаюсь, скажу, что мы будем с ними делать. Вот я подошла к нашим отмеченным последним 9 петлям. 2, 4, 6,
8, 9. Так. Маркер я перекидываю на эту спицу оранжевый. Провязываю. У меня здесь идет изнаночная петля, ее лицевой. Дальше эти 8 петель я снимаю на булавку. Это будут петли подреза. Так, маркеры эти я выкидываю. 3, 4, 5, 6, 7. Так, сюда. Сколько тут у меня? 2, 4, 6, 8. 8 петель я сняла. Все, я их сняла. Дальше я беру второй рукавчик, булавочку наклоняю внутрь к той булавочке. Ниточка у меня уже от рукава идет внутрь. И провязываю первую петлю от рукава. Здесь важно не запутаться в нитках. Провязываю первую петлю от рукава. Вот. Подтягиваю тут все хорошенько. Вешаю маркер. Это получается у меня вторая петля регланной линии. И продолжаю теперь ввязывать свой рукав на основные спицы. Так, провязываю дальше полностью рукав до последней петли. Так, все вяжем самостоятельно до вот этой последней петли рукава. Петли рукава ввязываем. Так, вот я подхожу уже к последней петле рукава. Вот она, последняя петля у меня. Значит, я вешаю еще один оранжевый маркер. Провязываю последнюю петлю рукава. Эти спицы убираю. Так, нахожу вторую спицу. Так. Все тут аккуратненько нужно подвинуть, чтобы это ничего не мешало. Ниточку от нашего рукава я затягиваю вот таким вот образом. Провязываю. Тут у меня также идет изнаночная петля. Я провязываю ее лицевой. Сейчас, секунду, подвину здесь немножко петли. Это вторая петля регланной линии. Все петли регланной линии вяжутся лицевыми. Так, все. Провязала. Отделяю ее оранжевым маркером и начинаю вязать петли нашей спинки. Полностью провязываю спинку. Так, давайте провяжем спинку нашу самостоятельно. Встречаемся с вами около последней петли перед зеленым маркером, перед началом ряда. Последнюю петлю мы провязывать не будем. Вернее, провяжем ее лицевой петлей. Вот я почти подошла к началу ряда, к нашему зеленому маркеру. Я его сейчас сниму и перевешу перед последней петлей. Это будет у меня начало регланной линии. Так. Все. А здесь повешу вот после зеленого маркера, возьму одну петлю с нашего рукава и также после нее повешу оранжевый маркер. Все, мы с вами сомкнули наше вязание в круг. Присоединили полностью рукава к нашему туловищу. И теперь будем готовиться вязать регланную линию.
Но для того, чтобы связать регланную линию, нам нужно будет снять опять мерки, какой высоты будет наша регланная линия. Для этого мы возвращаемся с вами опять к расчетам. Так, регланная линия по высоте у меня будет 18 сантиметров. Как ее измерить? Вы либо берете свою кофточку, которую вы носите и которая нравится вам, как она на вас сидит, меряете сантиметром, прикладываете и меряете от ворота до подмышки высоту. Либо же на себе прямо, где у вас будет начинаться горловина, и до подмышки. Значит, теперь эту мерочку нам нужно перевести в ряды. И также еще установить, какой высоты у нас будет росток вывязан. Значит, у меня росток будет составлять 5 сантиметров. Значит, 18 сантиметров мы вычитаем 5 сантиметров. Получается 13 сантиметров. 13 сантиметров это будет у нас составлять регланная линия до ростка. В высоту до ростка. Пишем до ростка. Сначала я провяжу 13 сантиметров регланную линию до ростка, а затем начну вязать росток 5 сантиметров. Ну, буду продолжать прямые поворотные ряды по спинке делать и дальше вывязывать регланную линию еще на протяжении 5 сантиметров. Так, давайте теперь выясним. 13 сантиметров мы умножаем на 3 ряда в 1 сантиметре. Получается у нас 39 рядов. Ну, приблизительно давайте возьмем цифру 40 для четности. Значит, 40 рядов нужно провязать нам до ростка. Из них, смотрите, перед регланной линией и после регланной линии мы будем с вами делать убавление. 2 петли провязывать вместе с одной стороны и с другой. И эти убавки мы будем с вами делать в изнаночных рядах, то есть через ряд. Если вы в данный момент вязали лицевой ряд, значит у вас убавки будут в лицевом ряду, а в изнаночном вы ничего не будете делать. И из этих 40 рядов у нас будет 20 рядов с убавлением идти и 20 рядов без убавлений. Без убавлений. Все. Сейчас мы с вами вяжем вот эти 13 сантиметров до ростка, регланную линию. Также сейчас я вам нарисую круг. И уже наглядно посмотрим, сколько, где у нас петель. Так, вот я нарисовала схему. Сейчас у меня по переду идут 104 петли. По спинке 100 петель. 46 петель на рукавах с обоих сторон и по 2 петли на регланной линии. Вот здесь наша горловина. Сколько у нас должно сократиться петель до горловины. Для того, чтобы это определить, нужно снять мерку, обхват шеи. То есть померить, какой горловина у вас будет, какой вы хотите ее видеть. Широкой, узкой. У меня эта мерочка 38 сантиметров. 38 сантиметров. Обхват шеи напишу. Я умножила на 2,5 петли. Получается 96 петель. У меня должно быть, потому что дальше пойдет у меня резинка 2 на 2. Значит, вот здесь у меня должно быть 96 петель. И вот здесь вот мы будем с вами постепенно убавлять к нашей горловине наши петельки. Вот. Так, давайте нарисуем. 13 сантиметров мы провяжем до ростка. И потом еще 5 сантиметров росток. Прямыми поворотными рядами вот отсюда туда, сюда, туда, сюда. Но к нему мы вернемся позднее. Так, вот. Давайте приступим к нашему вязанию.
Также, смотрите, сейчас у меня вот здесь вот на спицах 304 петли. Петли подрезов я вообще не считаю. Они у нас на булавках, это отдельно. Все, их нет, они на булавках. А на спицах 304 петли. 304 петли. Должно быть 96 на нашей горловине. Минус 96 петель, которые должны у нас остаться. Получается 208 петель. 208 петель нужно нам убавить. Убавить за 18 сантиметров регланной линии. За 18 сантиметров регланной линии. Значит, теперь нам нужно 18 сантиметров перевести в ряды также. 18 сантиметров мы умножаем на 3. Получается 54 ряда. Из этих 54 это вся регланная линия вместе с ростком до ростка. Она составляет у нас 54 ряда. Значит, 54 ряда минус 40 рядов у нас будет до ростка. Минус 40 рядов, получается 14 рядов будет составлять наш росток. Значит, за один ряд мы с вами убавим 8 петель. А нам нужно будет связать 54 ряда. Но не все же они будут с убавками, а только через ряд. 54 давайте разделим на 2. 54 мы поделим на 2. Получается у нас 27 рядов. Из них вот эти 20 рядов с убавлениями и 20 рядов без... 20 рядов с убавлениями. И так, это до ростка. И получается 7 рядов с убавлениями на ростке. Все вместе мы убавим. Так, давайте 27 рядов. Это полностью наши те ряды, за которые мы будем убавлять. Это только те ряды с убавками, которые мы будем вязать. Мы умножим на 8 петель. То есть за 27 рядов умножим на 8 петель. Получаем 216 петель. То есть мы всего убавим 216 петель. А нам нужно убавить 208 петель. Ну, в общем, здесь вот мы посмотрим, когда росток будем вывязывать, мы постепенно все это выровняем дело. Вот. Либо же оставим 216 петель, из них свяжем, убавим и свяжем потом резинку 2 на 2. Сейчас посмотрим, дойдем до этого момента. Приблизительно вот я рассчитала, сколько петель у меня уйдет при моей высоте регланной линии. Вы считаете, свою мерку здесь берете, вот 18 сантиметров. Как установить высоту ростка? Для этого тоже есть определенная формула. Смотрите, обхват шеи в данном случае у меня 38 сантиметров. Мы делим на 6 и минус 1. У меня это получается 5,33 сантиметра. Я взяла 5 сантиметров ростка. У вас может быть немножко другое количество. Смотрите сами. Но обычно росток составляет где-то на взрослого человека от 5 до 7 сантиметров в высоту. Вот. Здесь вы тоже посчитайте по-своему. Так что вот к этому количеству высоты регланной линии уже, чтобы у вас все были расчеты приблизительно хотя бы знать. Там плюс-минус несколько петель. Все, мы начинаем уже вязать. Как будем вязать, сейчас вам все покажу и расскажу. Так, приступаем к вязанию. Вот у нас начало ряда наше. Здесь идет зеленый маркер и 2 петли регланной линии. Провязываем их. Перекидываем маркер. Дальше идут у нас петли рукава. Значит, вот эти 2 петли мы сейчас провяжем вместе за переднюю стенку после регланной линии. Немножко их отодвину. Вот.
Вот я провязала 2 петли вместе. Дальше я вяжу полностью петли рукава все. Так, довязываю до петли рукава до последних 2 петель перед маркером. Вот здесь вот. Эти 2 петли мы также с вами провяжем вместе. Вяжем петли рукава самостоятельно, потом я к вам вернусь. Вот я дошла до последних 2 петель рукава нашего. И также провязываю их вместе за переднюю стеночку. Все, дошла до петель нашего реглана, провязываю 2 петли, перекидываю маркер еще раз. И вот эти 2 петли, у меня здесь изнаночная и лицевая, я должна тоже провязать вместе. Я перевернула изнаночную петлю, чтобы мне удобно было ее вязать. И провязываю эти 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. Дальше у нас идут 22 петли нашего орнамента. Так как мы 8 петель сократили на подрезы, это 6 петель нашего промежутка и еще 2 петли с орнамента. Как вязать вот эту часть нашего узора? У меня по узору сейчас идет 39 ряд. Он лицевой, и я должна здесь провязать узор. А как это сделать? Смотрите, я рекомендую, прежде чем начать вязание, посчитать, сколько здесь петель. У меня это, получается, сейчас я буду провязывать 17 петлю. И посмотреть в описании под видео, я буду оставлять, как вязать вот эти 22 петли, ну, каждого узора. Посмотреть прям 17 петля, какая она будет идти. И уже конкретно вы сориентируетесь уже здесь, как вам ее провязывать. В моем случае эта петля идет у меня просто лицевой. Дальше у меня по узору идет перекрещивание в левую сторону. То есть я ее провязала вот лицевой, и дальше уже вяжу свой узор так, как он должен быть. Поняли, да? Считаем, когда мы в начале ряда, считаем вот отсюда нашу петлю, которую мы должны провязать, смотрим схему, либо описание этого узора и провязываем эту петлю по узору. Все, давайте мы с вами провяжем петли переда до 2 петель перед вот этим маркером, перед началом другого рукава. И я к вам вернусь. Вот я дошла до последних 2 петель перед началом нашего рукава. У меня здесь остается одна изнаночная петля и одна лицевая. И эта лицевая петля у меня из перекрещивания. То есть у меня здесь было перекрещивание в левую сторону. 2 петли я сняла перед работой, 2 лицевые. Затем провязала 2 изнаночные и вернула лицевые на эту спицу. И теперь провязываю. Одну лицевую я провязала, а вторую, вот эту, я должна провязать вместе с изнаночной. Я переснимаю эту лицевую петлю. Изнаночную переворачиваю и давайте сделаем вот так. Я поменяю их местами, чтобы более красиво смотрелось. И провяжу их вместе лицевой. Вот. Ниточку подтягиваю, перекидываю маркер. Одна петля регланной линии у меня здесь идет. Так, и вторая петля. Сейчас я ниточку от рукава затяну здесь хорошенько. Вот. Провязали. Перекидываем маркер. Дальше мы вяжем все петли нашего рукава до последних 2 петель. Все, провязываем весь рукав до последних 2 петель. Дальше я к вам возвращаюсь. Все, вот я дошла до последних 2 петель нашего рукава. Так как они все лицевые здесь, я захватываю их, провязываю вместе за переднюю стенку. Перекидываю маркеры, провязываю 2 петли регланной линии, перекидываю маркер. Рукав я провязала. Дальше после маркера второго я также провязываю 2 петли вместе за переднюю стенку. Это петли нашей спинки. И провязываю полностью спинку
до зеленого маркера, не довязывая 2 петли. Здесь мы сделаем с вами последнюю убавку в этом ряду. И я к вам вернусь, когда будем вязать уже второй ряд. Вот я дохожу до зеленого маркера. У меня здесь остается 2 петли. Это петли нашей спинки. Я также их провязываю вместе за переднюю стенку лицевой петлей. Все, перекидываю маркер, провязываю 2 петли регланной линии. Я сейчас на 40-м ряду. 40-й ряд у меня изнаночный, поэтому здесь я убавления делать не буду. Просто провяжу все петли по рисунку. Сейчас в данный момент у меня идут петли рукава. Значит, смотрите, мы с вами связали 2 ряда регланной линии. Обязательно эти ряды нужно считать. Один ряд мы вязали, расставляли маркеры без убавок. Второй ряд мы провязали уже с убавками. Лицевой ряд мы сделали с вами 8 убавок. 8 петель мы убавили. Значит, мы связали с вами 2 ряда регланной линии. Сейчас я уже вяжу 3-й ряд регланной линии. Вот, значит, довязываем до нашего ростка. Вот, я вернула расчеты. До нашего ростка нам нужно провязать 40 рядов. Из них 20 будет с убавлениями и 20 без убавлений. Значит, вяжем 40 рядов. Дальше я к вам возвращаюсь. Не забываем в лицевых рядах вывязывать наш узор, делать убавки перед регланной линией и после регланной линии. 2 петли провязывая вместе за переднюю стенку лицевой. Вот. И делать эти убавки через ряд. Все, вяжем самостоятельно до нашего ростка. В высоту вверх регланную линию 13 сантиметров. Ну, я вяжу 13 сантиметров, вы свою мерочку там, какая у вас здесь будет. Вот, вяжем до ростка, в общем, регланную линию вверх. Так, девочки, я вам показываю. Провязала я 13 сантиметров линию реглана, 40 рядов. Сделала я за эти 40, убавила я за эти 40 рядов 160 петель. Дальше я начинаю вывязывать свой росток. Одна колонна у меня ушла отсюда, вот она. То есть первая из первого раппорта она сократилась полностью. И вторая колонна из второго раппорта тоже полностью сократилась. То есть это вторая колонна от первого раппорта, это первая колонна от второго раппорта. Значит, петли реглана, вот эти маркеры оранжевые, я отсюда сняла. Их и так уже как бы мы видим. Ну, мы вывязываем, мы видим, где петли регланные находятся. Зеленые маркеры – это начало моего орнамента. Вот он. Это начало колонны. Это я поставила для себя, чтобы не запутаться. Здесь еще есть петли промежутка у меня. Вот. И здесь в середине петли промежутка есть. Зеленые маркеры – это начало нашей колонны. Давайте забудем про зеленые маркеры. Оранжевыми маркерами я разметила наш росток. Точки разворота, которые мы будем с вами провязывать. Спереди у меня идут оранжевые маркеры. Их 1, 2, 3, 4, 5, 6. А сзади у меня идут маркеры вот такие вот, самодельные. Я их также повесила. 7 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, как я размечала? Росток мы с вами должны провязать 14 рядов. Я спереди, вот где у меня петли промежутка моего, отметила центральные 12 петель. Вот, значит, 6 вот эти петли промежутка. В эту сторону 3 от него взяла и в эту 3. Получилось 12 петель. Вот я повесила 2 маркера. Отсюда мы будем с вами плясать. Дальше отсчитала 10 петель, повесила еще по маркеру. Отсчитала еще 10 петель, повесила еще по маркеру. Все, зеленые маркеры это забываем. Мы их не видим тут, только когда делаем узор. Вот оранжевые маркеры, на них мы ориентируемся. Сзади мы ориентируемся вот на эти маркеры. Здесь я также нашла центральную группу петель. Вот она.
И отсчитала по 7 петель. Здесь 7, здесь тоже 7 у меня, 7, 7 и 7. Ну, тут вот 7, да? Все. На рукава я не стала заходить, потому что когда мы будем с вами вязать, у меня и так здесь по 10 петель. Сейчас как бы, когда мы будем лицевые ряды вязать, они сами у нас уйдут. Значит, вы можете вешать маркеры столько, сколько вы хотите. Чем больше у вас будет маркеров, тем больше рядов ростка вы провяжете, тем глубже будет ваша горловина. У меня получается так. И пока мы будем с вами вязать росток поворотными рядами, сначала по лицевой, потом по изнаночной стороне, мы также будем петли наши сокращать вдоль регланных линий, но только на лицевой стороне, как мы это и делали. Объясняю теперь подробно. Вот мое начало ряда. Зеленый маркер. Сейчас я начну вязать. Провяжу петли рукава. Сделаю убавки здесь и здесь. Провяжу вот до этого оранжевого маркера. Потом я разверну свою работу и пойду вязать по лицевой стороне. Вот так вот. Всю спинку, весь рукав. Опять вернусь на петли переда. И провяжу вот до этого оранжевого маркера. Поверну работу на лицевую сторону. Буду вязать по лицевой стороне. Вот до второго оранжевого маркера. Поверну работу на изнаночную сторону. Буду вязать вот до этого оранжевого маркера. Потом повернусь, опять буду вязать уже вот до этого оранжевого маркера. И так далее. Давайте наглядно уже я вам буду показывать, как я буду все это дело вязать. Все, приступаем к вязанию. Провязываем, значит, петли рукава, делаем убавки. Я на лицевой стороне. У меня сейчас идет лицевой ряд. Делаю убавки до линии реглана и после. Дальше перехожу на свой узор и вяжу узор. Вот, видите, где у меня зеленый маркер? Вот здесь у меня петли узора. Только мне его нужно не довязать, а дойти вот до этого среднего оранжевого маркера. Сейчас я к вам вернусь около него. Вот я подхожу к нашему центральному маркеру, первому. Я его снимаю и убираю. Он нам больше не нужен. Поворачиваю свое вязание на изнаночную сторону. Эту петлю я переснимаю. Вот так вот. И ниточку затягиваю к себе. Вот таким вот образом. И начинаю вязать изнаночными петлями в обратную сторону. Изнаночный ряд. Маркер этот перекидываю. Так, этот перекидываю. Перекидываю. Вяжу наш узор, только уже с изнаночной стороны. Все маркеры, которые у меня тут стоят, я перекидываю. Я сняла только один маркер. Так. Это наши петли реглана. Мы на изнаночной стороне, поэтому мы ничего не убавляем тут. Вяжем в обратную сторону. Лучше всего росток начинать вязать именно с лицевого ряда. Так вам будет проще сориентироваться, какой ряд у вас лицевой, а какой изнаночный. Сейчас я нахожусь на петлях спинки. Все вот эти мои розовые самодельные маркеры я тоже перекидываю. Они мне пока еще нужны. Мне нужно дойти вот до этого оранжевого маркера. Вот. Поэтому я вяжу петельки нашего рукава, потом петельки спинки другого рукава,
И дохожу до того маркера, только с изнаночной стороны. Сейчас я к вам вернусь. Так, вот я подхожу к нашему маркеру. Вот он, от центральной группы. Здесь я изнаночными вяжу просто все петли. Но здесь идет у нас узор. Сейчас я покажу вам, как нам провязать узор. Я сейчас дойду до этого маркера. Вот он. Сниму его. Он зацепился у меня. Все, убираю его. Он нам больше не нужен. Поворачиваю свою работу на лицевую сторону. Эту петлю я переснимаю также. И затягиваю нашу рабочую нить за спицу. За спицу. Так, и здесь я начинаю уже вязать свой узор. То есть здесь у меня идет уже орнамент. Я смотрю по схеме, какие петли у меня здесь идут. И начинаю вязать лицевой ряд, делая здесь убавки и здесь. Провязываю рукав, здесь убавку делаю и здесь. Сейчас я провяжу петли узора, дойду до нашей регланной линии, она вот здесь находится, и к вам вернусь. Вот я подхожу к нашей регланной линии. Так, здесь. И сейчас я провяжу 2 петли вместе, потому что мы с вами на лицевой стороне. Мне там дочка собачку включила. Мы сидим на больничном, в сад не ходим. Так. Я повешу сюда маркер, такой самодельный, чтобы отделить петли. Чтобы отделить петли регланной линии. Все-таки мне они нужны, эти маркеры, потому что я иногда путаю. Так, все, одела. Я перешла на петли рукава и провязываю. Сейчас петлю переверну. Вот. Также 2 петли вместе перед регланной линией. Вяжу уже петли рукава по лицевой стороне. То есть мы с вами развернулись и оказались на лицевой стороне. По лицевой стороне мы делаем с вами убавки вдоль регланных линий и вывязываем наш узор, орнамент. Вот опять я пропустила, потому что не отделила. Так, сразу вот положу. Так, значит, вот эти вот 2 петли вместе я провяжу. Повешу маркер сюда, обозначающий регланную линию. Так. Провяжу 2 петли регланной линии. Повешу маркер. Вот. И так, эту петлю тоже надо развернуть вот так. 2 петли вместе. Так, сейчас я перехожу на спинку, на нашу. Провязываю я полностью всю спинку. Вот эти маркеры я все перекидываю на спицы, ничего с ними не делаю. Я ищу вот этот оранжевый маркер. По лицевой стороне мы делаем убавки. Вот здесь вот в начале ряда до регланной линии. Затем мы заходим на петли нашего орнамента, вяжем орнамент. В общем, вот до этого маркера. Затем я к вам вернусь. Так, вот я уже подхожу к нашему оранжевому маркеру. Я его снимаю. Он нам больше не нужен. Поворачиваю наше вязание. Перекидываю эту петлю
на правую спицу и затягиваю нить от себя. Блин, вот слетела тут у меня. Вот. Все, и вяжу уже в обратном направлении изнаночными петлями, но в этом лицевом ряду, как бы он у меня был изнаночным, я не делала убавления вдоль регланных линий, поэтому я их сделаю в изнаночном здесь ряду. Сейчас покажу как. Когда дойду вот до этой точки, я покажу вам, как сделать убавление с изнанки. Вот я подошла к регланной линии, вот она у меня отмечена. Значит, вот эти две петли я должна провязать вместе, но я на изнаночной стороне. Я провязываю две их вместе, их изнаночной. Вот, получается у нас вот так вот. Здесь две вместе изнаночной. Дальше перекидываю маркеры регланной линии. Вяжу 2 петли реглана, перекидываю маркер и вяжу петли рукава. Так, петли рукава вяжу, провязываю. Их не так у меня много. Довязываем петли рукава, и я к вам вернусь вот около этого маркера. Так, вот 2 последние петли перед регланной линией. Я их также, давайте я их разверну передними стеночками в эту сторону. Вот так вот. И провяжу вместе за переднюю стенку. Вот. Перекидываю маркер регланной линии. Провязываю 2 петли реглана. Здесь у меня идет маркер начала ряда. Перекидываю его. И провязываю также 2 петли вместе. Здесь я делаю убавление. 2 петли вместе. Вот. Вот с лицевой стороны все очень аккуратно получается. Дальше я вяжу всю спинку изнаночными петлями. Вот сейчас я на спинке изнаночными петлями. Все маркеры я перекидываю на свою спицу, как положено. Значит, здесь уже, где мы будем провязывать изнаночными петли рукава, здесь мы не делаем убавление, потому что мы его делали с лицевой стороны. Вот его видно. Просто провязываем здесь петли рукава. И здесь то же самое, около этой регланной линии. И доходим с вами вот до этого оранжевого маркера. Здесь мы развернемся. Перед тем, как сюда прийти, я к вам вернусь. Вот я подхожу к своему маркеру. Я на изнаночной стороне. Подошла. Этот маркер я убираю. Все, мне больше не нужен. Поворачиваю работу на лицевую сторону. Все, я на лицевой стороне. Эту петельку я переснимаю. И так, ну-ка. Где она тут? И затягиваю ниточку назад. Ниточку назад. Вот таким вот образом. И уже вяжу здесь лицевую сторону. Здесь я уже буду делать убавки перед регланной линией. Вот она у меня. Здесь я уже буду петли убавлять. Так, здесь у меня колонна. Колонна. Первая колонна. Все, довязываем вот до этих 2 петель. Я к вам возвращаюсь. Так, вот эти 2 петли. Нет, не эти. Так. Вот дохожу я до этих регланных линий. Так. Вот здесь у меня изнаночная и лицевая. Так, изнаночная и лицевая.
Так, изнаночную я переворачиваю и поменяю местами с лицевой петлей. Вот таким вот образом. И провяжу это лицевой петлей. Вот. Перекидываю маркер. Провязываю 2 регланные петли. Перекидываю маркер. Я на петлях рукава, и здесь мне надо тоже сделать убавки. 2 петли я убавляю. Дальше я вяжу петли рукава. Дохожу я до регланных линий. Вот у меня 2 петли. Я их также убавляю. Вот. Перекидываю маркер. 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер. Здесь делаю также убавление перед регланной линией, вернее после нее. Дальше я вяжу лицевыми петлями всю спинку. Вот эти маркеры я не трогаю. Вяжу полностью всю спинку. Потом петли рукава. Так, давайте я посмотрю. Тут мы делаем убавление, нет? Здесь мы делали убавление, поэтому я провязываю просто их лицевыми, без убавлений. И вяжу я вот до этого оранжевого маркера. Здесь я к вам вернусь. Убавление мы на этом рукаве не делаем. Вот я подошла почти уже к нашему маркеру. Убавление я не делаю здесь. Уже петель у меня меньше становится. Все, я его убираю. И поворачиваю свою работу на изнаночную сторону. Так. Петельку я эту переснимаю и затягиваю назад. Дальше я вяжу с изнаночной стороны. И вот здесь уже я должна сделать убавление перед регланной линией. Так, здесь я провяжу 2 петли вместе. Изнаночной. Доча пришла. 2 петли вместе, изнаночной. Вот. Так, сейчас, извините. Так, провязываю 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер. И делаю здесь 2 убавления опять же. Так, петли изнаночные я поворачиваю вот таким вот образом. И провязываю их вместе изнаночной петлей за переднюю стенку. Так, сейчас я на петлях рукава и двигаюсь к нашему зеленому маркеру, обозначающему начало ряда. Так. Так. Значит, здесь я также делаю убавление. Провязываю 2 петли вместе изнаночной за переднюю стенку. Перекидываю маркер. Регланная петля. Еще одна регланная петля. Перекидываю маркер. Здесь я также делаю убавление. По-моему, сейчас посмотрю. Так. Да, здесь я также делаю убавление. Потому что в прошлом ряду я его не делала. Провязываю. Сейчас переверну петли. 2 изнаночные вместе за переднюю стенку. Вот так вот. Хорошенько подтягиваю. Все, теперь я на спинке и вяжу изнаночными петлями. Сейчас скажу до какого момента. Я вяжу изнаночными петлями. Вот. Так, сейчас скажу.
Вот до этого маркера. Вот он. Давайте я сейчас вот здесь поменяю, прям при вас, маркеры, которые обозначают у меня линию реглана. А, нет, вот до этого, вот. Вот до этого маркера. То есть я провязываю всю спинку, весь рукав. На рукаве я убавки здесь не делаю, потому что я их делала в лицевом ряду. Здесь у меня идет без убавок. Вот до этого маркера. Вот здесь встречаемся. Вяжем всю спинку, весь рукав, дальше без убавок. И вот к этому маркеру приходим оранжевому. Вот я почти подошла к нашему оранжевому маркеру. Все, вот он. Я его убираю. Поворачиваю нашу работу на лицевую сторону. Эту петлю я переснимаю и затягиваю ниточку к себе. Вот таким вот образом. Чтобы не было дырочки, хорошо подтягиваю все это. И вяжу уже в обратном направлении опять. Здесь я уже буду делать убавки. Вот как раз я сейчас нахожусь перед регланной линией. Давайте здесь я повешу, вот они у меня освободились, оранжевые маркеры. Вместо вот этих розовых оранжевые повешу. Так, здесь я уже провязываю 2 лицевые вместе перед регланной линией. Маркер я перекидываю. Вяжу 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер. Опять 2 лицевые вместе. Вяжу петельки рукава нашего. Также здесь делаю 2 убавки. Так. Нет. Скрещенный получается. Нет. 2 убавки делаю. Вот. Перекидываю маркер. Вяжу 2 регланные линии. Ой, 2 петли реглана. Перекидываю маркер. Так. Делаю убавку здесь опять. Это я уже на спинке. Так, и сейчас я вяжу спинку. Спинку вяжу. Так, это у нас начало ряда. Вот начало ряда. Вот до этого вот розового маркера. Не довязывая начало ряда. Провязываю петли спинки вот до этой петли. Все, я к вам возвращаюсь. Эти маркеры я перекидываю. К сожалению, у меня нету нужного количества. Вот прям нужно брать и бежать за ними, за маркерами. Поэтому я вот делаю самодельные. Надо уже прям действительно закупить их побольше. Вот у меня прям беда с этими маркерами. Так, ну все, в общем, я вам все рассказала. Подходим, значит, вот к этому маркеру. Я к вам возвращаюсь. Так, вот я почти дошла до нужной мне точки. Смотрите, спереди мы уже все маркеры оранжевые убрали. Мы все провязали, весь росточек. Теперь мы вяжем его только по спинке. Так, вот я дошла до нужного маркера. Я его убираю. Это у меня регланные линии. Все, сюда не смотрите. Давайте я сейчас сюда повешу тоже оранжевые маркеры, чтобы было наглядно видно. Ничего. Это начало ряда. Так. И вот сюда 2 маркера оранжевых повешу.
Раз. И два. Так. Работу я свою разворачиваю. Переснимаю петлю. Тоже петель меньше становится. И затягиваю ее. Рабочую нить назад. Вот таким вот образом. Чтобы не было дырочки. И вяжу уже в обратном направлении изнаночными петлями. Я напоминаю, маркеры у нас остались только по спинке. Сейчас мы будем отвязывать спинку. Так, и здесь маркер перекидываю. Так, вяжу я вот до этого маркера. Вот до этого. Здесь я к вам возвращаюсь. Так, вот мой маркер. Я его убираю. Поворачиваю работу на лицевую сторону опять. Эту петельку переснимаю. И затягиваю к себе. Ниточку подтягиваю хорошо. И вяжу в обратном направлении лицевыми петлями нашу спинку до, сейчас скажу, до вот этого маркера, до крайнего розового. Там я к вам возвращаюсь. Все, вяжем до этого маркера лицевыми петлями, петли спинки. Тут уже у нас осталось совсем мало. Маркерочков. Сейчас мы их быстренько провяжем. И посчитаем наши петельки. Так, перекидываем. Так мы с вами выровняем длину нашего джемпера. Потому что сейчас у меня перед длиннее, чем спинка. А сейчас мы провяжем росток. Все, я дошла до маркера. Убираю его. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. Переснимаю эту петлю. Затягиваю от себя. И вяжу изнаночными петлями до крайнего розового маркера. Таким образом мы спинку с вами надвяжем, и она у нас будет сверху, получается, перед будет короче, а спинка выше. Так, вот он маркер наш. Осталось совсем чуть-чуть. Внимание. Так, вот, дошла. Маркер убираю. Опять поворачиваю работу. Переснимаю петлю, затягиваю хвостик к себе и вяжу уже до этого маркера. Все, я довязала до этого маркера. Маркер я убираю. И дальше продолжаю вязать лицевыми петлями. Назад уже на изнаночный ряд я не возвращаюсь. Здесь вот у нас наш накид. Я провязываю эту петлю лицевой за переднюю стенку. Вот. И он у нас не заметен. Вяжу дальше лицевыми петлями. Дохожу еще до нашего одного точки разворота. Провязываю также эту петлю лицевой за переднюю стеночку.
Вот. И вяжу себе дальше. До нашего зеленого маркера. Так, вот еще одна точка разворота. Также провязываю лицевой ее. Уже петель у нас убавилась. Так, вот вяжу я до зелененького маркера. Здесь мы делали с вами убавку, поэтому сейчас я ее не делаю. Все, мы с вами в начале ряда. Сейчас мы ряд провяжем. Значит, перекинула я маркер, 2 петли реглана вместе с вами. Перекидываю маркер. Здесь мы также делали убавку, поэтому сейчас мы ее не делаем. Провязываем просто лицевую петлю. Дальше петельки рукава у нас идут. Так, петельки рукава. Тут также у нас была убавка, мы сейчас ее не делаем. Перекидываем маркер. 2 петли реглана. Так. Перекидываем маркер. Здесь также была убавка, поэтому вяжем эту петлю лицевой. Так, здесь у меня тоже была точка моего разворота. Я провязала эту петлю лицевой. Так, я на лицевом ряду, и поэтому здесь я сейчас буду вывязывать узор мой. Вот я уже захожу на петли орнамента своего. Здесь я перекрещиваний не делала, поэтому сейчас я провяжу этот узор свой. Сейчас узор провяжу, и вот здесь вот к вам вернусь. Вот здесь. Вот я провязала петли узора. Дохожу до линии реглана, до нашей. И здесь мы делали с вами убавку, поэтому в этом ряду я убавку делать не буду. Просто провяжу лицевую петлю. Провязываем петли регланной линии. Перекидываем маркер. Перекидываем маркер. Здесь тоже я убавку делать не буду. Просто провяжу лицевую петлю. Это петельки рукава. Петли реглана. Так. Так. Лицевые. Это петельки спинки пошли у нас. Так, вот здесь вот двойная петля. Двойная петля. Нет, как-то я ее не так провязала. Опа. Так. Мы с вами на спинке. Уже наше вязание подходит к концу. Наконец-то сейчас мы с вами свяжем горловину резинкой 2 на 2 и закроем петельки. И будем уже сшивать подрезы. Так. Значит, вяжем петли спинки и приходим к началу нашего ряда. Так, здесь тоже вот двойная петля. Ее нужно нам аккуратненько провязать лицевой. Дырочек у нас никаких нету в точках разворота, потому что мы хорошо подтягивали нашу ниточку. Так, вот у нас начало ряда. Встречаемся, давайте здесь встретимся. Довязываем петельки спинки до конца. Так, девочки, смотрите, что у нас получилось.
Вот он наш росточек. Видите, теперь у нас здесь нарисовалась такая красивая круглая горловина. И вот здесь, вот дочка кричит, где спинка выше получилась. Вот наш низ. Все очень красиво. Но у меня еще здесь остались петли. То есть здесь у меня не 96 петель. Поэтому я сейчас дальше провяжу регланные линии. И опять буду сокращать просто петли. Сейчас у меня будет изнаночный ряд. Узор я не буду вывязывать. И буду просто наши петельки сокращать вдоль регланных линий. До того момента, пока у меня не будет где-то 96-98 петель. Ну, такое количество петель, которое делится на 4, чтобы связать резинку 2 на 2, и чтобы это не было такое широкое горло. Я хочу горлышко, чтобы оно облегало шею у дочки. Все, сейчас я провяжу еще, наверное, 4 ряда и вернусь к вам. Все, девочки, я все провязала, и сейчас у меня на спицах 100 петель. Я сейчас начну вывязывать резинку 2 на 2, 2 лицевые и 2 изнаночные. Все маркеры я уберу, кроме одного. Он будет обозначать у меня начало ряда. Все, начинаю свое вязание. Провязываю 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Все хорошенько здесь затягиваю. 2 лицевые петли. Спицами 2,5. Все, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда. Полностью переходим на спицы 2,5. И вывязываем горловину нужной нам высоты. Все, затем я к вам вернусь. Я провязала горловину в высоту 15 сантиметров. Вот видно, да? 15 сантиметров. И закрыла все петли. Закрывала я самым обычным способом. Каждую петлю я протягивала через предыдущую. У меня получился вот такой вот красивый ровный край. Также я сшила один подрез на рукаве. И хотела вам показать на другом рукаве, как это сделать. Значит, петельки с булавки я перенесла на спицы. Положила свой рукав таким вот образом, чтобы рабочая нить была, которая у нас идет от рукава, с правой стороны. Сейчас я немножко подвину камеру, чтобы было более наглядно видно. Так, здесь у нас идет ряд петелек. Вот он. Мы вставляем нашу иголку сверху вниз. Вот в эту вот петлю. Не в крайнюю, а то будет дырочка, а вот в эту вот. А здесь уже, вот в этой петельке, мы иглу продеваем снизу вверх и скидываем петельку со спицы. Так, то же самое и здесь. Ищем петлю, которая у нас идет от этого ряда. Вот она. Одеваем, вставляем иглу сверху вниз. А здесь выводим снизу вверх. Так, что-то у меня. Вот она петля. Так, снизу вверх и скидываем. Стягиваем. Переходим на эту вот сторону. Находим ту петлю, которую мы сняли со спицы. Вот она. Вставляем иглу снизу, сверху вниз.
А здесь берем петлю и продеваем иглу снизу вверх. И снимаем ее со спицы. Так. Дальше ищем ту петлю, которая у нас была предыдущей, скинута со спицы. Вот она. Вот. Вставляем иглу сверху вниз. И продеваем ее в ту петлю, которая на спицу, снизу вверх. Смотрите, чтобы петли у вас не были скрещенными. Так, сейчас я поправлю. Оп. И скидываем ее со спицы. Затягиваем. Затягиваем. Также ищем петлю, которую мы недавно сняли с этой спицы. Вот она у меня. Вот она. Вставляем иглу сверху вниз. Захватываем петлю со спицы и продеваем иглу снизу вверх. И скидываем ее. То же самое здесь. Ищем ту петлю, которая была у нас скинута. В нее вставляем иглу сверху вниз, а выводим в ту петлю, которая на спицу, снизу вверх. И скидываем ее. Ниточку подтягиваем. То же самое здесь. Ищем ту петлю, которую мы сняли. Вставляем туда иголку сверху вниз. И выводим ее из той петли, которая на спице, снизу вверх. И затягиваем. Идем на эту сторону. Находим петлю, которая у нас была снята. Вот она. Вставляем иглу сверху вниз, а выводим снизу вверх. И затягиваем. Дальше опять переходим на эту сторону. Ищем нашу снятую петлю. Так, вот она у нас. Вставляем иглу сверху вниз, а выводим снизу вверх. И затягиваем. Переходим на эту сторону, ищем снятую петлю. Вот она. Вставляем иглу сверху вниз, а выводим снизу вверх. И затягиваем. Опять идем на эту сторону. Ищем здесь петлю нашу снятую. Вставляем сверху вниз, а выводим снизу вверх. Затягиваем. То же самое с этой стороны. Вставили и выводим. Ниточку затягиваем. Получается вот такой вот аккуратный шов. Так, дальше. Вот эта петля наша, из которой мы выводили. Вставляем сверху вниз, а выводим снизу вверх. Затягиваем. Здесь мы ищем нашу
петельку снятую. Так, вот она. Вот она. Вставляем сверху вниз, а выводим снизу вверх. Затягиваем. Так, осталось последние 2 петли. Вставляем иголку сверху вниз, выводим снизу вверх. Одну спицу убираем. Затягиваем. Так, сверху вниз, а здесь снизу вверх. Затягиваем. Здесь вот остается небольшая дырочка. Сейчас мы ее тоже сошьем точно таким же образом. Ищем ту петлю последнюю, которая у нас была снята со спицы. Вот она вот. Вот. Вставляем туда снизу вверх. А выводим. Давайте выведем вот сюда. Затягиваем. Так. Также у нас идет вот сюда вот мы вставляем. Или лучше с изнанки давайте вот так вот. Вставляем вот сюда. А выведем мы с вами вот в эту петлю. Так. Теперь мы также вставим с изнанки. Так. Вот таким вот образом. Так. Так. Ага. И выведем сюда. Давайте. Так. Здесь уже мы будем смотреть, чтобы это было менее заметно. Так. И чуть-чуть здесь вот стянем сейчас. Опа. Вот. Все, никаких дырочек. С обратной стороны я сделаю сейчас узелочек и спрячу нашу ниточку. Вот таким вот образом выглядит наш подрез. Здесь еще можно, вот где какие-то небольшие дырочки, можно с изнанки это пройти, чтобы не было видно. Вот так вот все очень даже неплохо, я считаю. Все, закрепляем с изнанки ниточку и прячем все кончики. Я вывернула изделие наизнанку и иду сейчас вот к этому краю рукава. Тут тоже есть небольшие такие дырочки. Я просто подвожу туда нить, так, чтобы это не было видно с лица. И также там прохожусь, закрепляю, чтобы не было никаких вообще дырочек. Вот таким вот образом. Иду вот по верху сюда. Это у нас будет с вами совершенно не видно с лицевой стороны.
Так, все хорошенько подтягиваю. Так. Завязываю узел. Лучше сделать 2 или 3. И уже ниточку свою прячу. Ниточку прячу вот в косу. Вот, чтобы не было, чтобы не было бы заметно ее. Так, девочки, мой джемпер полностью готов. Я спрятала все кончики, разложила его. В кадр он у меня не помещается. Ждите фотосессию. Надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм и на мою группу ВКонтакте. Также присылайте мне свои готовые работы в группу ВКонтакте. Надеюсь, что всем было приятно со мной вязать. И увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!